Вот такое утро у нас. Снег идет, идет. Вроде подтаивает, а все равно идет. Я вот думал, не сломалась ли туя. Согнулась. И маленькая. Так, что там у нас с тепличкой? Ну, вроде стоит. Да. Куры вышли. У индюков сетка прогнулась. Налипло, хорошо. Я стряхнул, чтобы тебе на голову не упало. Утки, утки. Там вроде еще, Маргарита говорила, парочка села на яйца. Не знаю, точно, не точно. Но одна вроде сидит. Че, индюк, скучно тебе? А? Девки твои сидят, а ты один уже полмесяца, да? Ну ничего, скоро у вас будет движуха, надеюсь. Буду выпускать вас. Собаки уже на низком старте. Время 5:30. Пора пожрать. Сидят, ждут. Один и вторая. Ну, у Альмы там есть. Со вчера еще не доедено. А вот у Снежка пусто. Да, Снежок? Ждет. Сейчас разморозится. Покормим. Снежок все время с такими эмоциями на улицу выходит. Какая погодка сегодня. 10 градусов. А завтра опять 3 снежинки и 3 градуса. Люсь. Люська. Надо тут корчок какой-то. А, Люська. Люська. Поесть принесли. Рано она что-то встала. Где она? Обнюхивает тебя. Угу. Что, вкусно?
Яйцо сначала съешь. Чего это? Чё это? Ну что, посмотрим, что там индюшки. Я посмотрел в Телеграм 24 числа. Я говорил, что они сидят где-то 4-5 дней. Точнее, 5-6 дней. Вот. Ну ладно, не переживай. Не переживай. Так. Эти шипят на меня. Но я к ним не захожу, поэтому они меня побаиваются. Вот они вдвоем сидят. Не знаю, как они их будут там вынашивать. Ходить с ними, наверное, вдвоем. Еда у них стоит. Уборку не делаем, чтобы не беспокоить. Вот, это первая села. Значит, если она где-то 19 села, ну, примерно 17-18 должны вылупиться. И вот у нее тоже еда прям под носом. Не бойся, не бойся. Все тусят. Люська, утки, Маргарита. Люся, Че она? там тарелку сейчас переверну. Яйцо вытаскивает из тарелки лапами туда. Ага. Да идите на улицу. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Всё, пошли. Курей выпустили. Пойдем немножко попилим. Видно, да, что дорога уходит вот так вот идет. И близко прижимается к нашему дому. А все почему? Потому что там дерево, то ли персик, то ли какой-то. И оно вот сюда выросло, и все начинают объезжать его, ну, чтобы зеркала, кабину не задевать. И приближаются к дому. Сейчас хочу немножко попилить, чтобы потом со временем дорога выровнялась. Как оно разрослось, да? Угу. Причем в эту сторону. Да вот эти, в принципе, они не мешают. Вот те, вон они. Вон две. Я хочу большую эту снять сначала. Она цепляется за маленький. Вот эти ты имеешь? Ну да. Маргарита котлетки делает на ужин.
Да, нам пожарю, а мамке на пару сделаю. Потому что нельзя жареное. Пока. Диета. Да. Кстати, тебе когда также вырезали желчный, через сколько ты уже могла полноценно питаться и все такое? Ну, дней через 10 я уже потихоньку начала все есть, что мне хотелось. А, мы поехали в Грузию в 19-м Ну, году. слишком уж я не злоупотребляла там. Суп том ям я не ела. А так, по чуть-чуть, да. Сильно жирное не ела. Поехали через 2 недели в Грузию. Но вообще после такой операции через 10 дней на работу выписывают с больничного. Это, кто не знает, лапароскопия – это малоинвазивная операция, делается через проколы на животе. Проколы заживают буквально там за 10 дней максимум. И, в принципе, нормально. То есть это не такая травматичная операция, как полостная. Ну, главное, диета. Кстати, в Армению мы поедем после 20-х чисел. Вот так сложилось, да, больница, операция, плюс еще на военно-грузинской дороге она сейчас закрыта. Там камнепады, там снегопады, в общем, люди стоят уже сутки. И еще впереди на 3 дня снег стоит прогноз. Поэтому мы не... И хорошо, что не поехали. И после 20-х чисел поедем. Были комментарии, а как же мама после операции? Друзья, бабушка, за бабушкой ухаживать, это значит принести ей еды и вынести туалет. У нас бабушка не лошадь, она ведрами не ест, ей тарелки достаточно. Я не думаю, что это можно надорваться, если донести тарелку. Ну, то есть, как бы это не так тяжело. Коров у нас нет, свиней у нас нет. Комбикорм мешками таскать не надо. То есть, достаточно там пару ковшиков насыпать уткам и курям. А мешками мы запаслись уже. Да. Собакам покормить, там, дать раз в день, положить. И котам положить еды, тем более несложно. Поэтому не переживайте, все нормально. Бабушку поднимать не надо, она сама поднимается. Бабушку главное кормить вовремя, по времени. И все. Так что все нормально. Как раз мы, когда мы, наверное, через неделю поедем, как раз все заживет. Самое сложное – это от наркоза отходить. Это самое сложное. Вот. Как раз все заживет, как раз в колею войдет, и все нормально. Все прекрасно. Сейчас задача – это диета. Вот, так что котлетки часть приготовлю на пару и часть пожарю. Ну, в общем, решили сделать в духовке. Как бы всем пойдет. И нам, и теще с бабулей. Да. Немного покосила я сегодня. Насколько хватило? 2 зарядок. Трава такая уже большая. Сложно косить. А вот у нас валяется картошка, которую мы сеяли, что ли. Или откуда она тут? Слепыш уже нарыл. Надо будет копать ямы и ставить эти ловушки. Вот, видите? Здесь у нас посажена картошка как раз. Сейчас посмотрю, взошла или нет. А то он еще потаскает такую, которая еще и не успеет вырасти. Нет, еще не взошла. Но зато трава прет. По краям огорода покосила чуть-чуть. Так, посмотрим, что у нас зашло. Что-то зашло. Вчера был снег, и он сразу растаял. Так, здесь, по-моему, салаты у нас. А, ну вот редиска зашла уже. И вот редиска. И горох почему-то оказался наверху, посмотрите. Надо его, может, подсыпать чуть-чуть. А то птички съедят. И вот, о, весь горох наверху. Вот он, видите? Странно, почему так произошло. Надо его подзасыпать маленько. Надо пройти посмотреть, подсыпать. Так, вот еще что-то взошло. Но тут какие-то салаты мы сажали, сеяли. Вот. Ну, у нас потеплело. 12 градусов где-то сегодня было.
И к выходным уже еще потеплеет. В общем, будем надеяться, что морозов и снега у нас уже не будет больше. Прям какой-то апрель не очень дружелюбный в этом году. Вон уже травы сколько надо полоть. Лучок, морковка, чесночок. Ну, вроде все растет. Что еще у нас интересного? Ну здесь лук. Лук и укроп. Укропчик зашел. Фруктов, наверное, в этом году не будет, но персик вон цветет понемножечку. Есть кое-где цветочки. Листья пока еще не выпустил. Так, здесь цветов не вижу. Ну, все-таки мне кажется, что этот год будет вообще без фруктов. Как-то погода у нас очень плохая. Да не только у нас, везде плохая погода. Это редиска. Мы ее накрывали, что-то вот немножечко с листьями. Ну, я думаю, нормально будет. Так, что еще у нас? Черешня. Черешня, не знаю, она цвела как раз, когда заморозки были. Так, это сливы, которые мы хотим убирать. Ну, сливы цветут в этом году нормально. А вот персики, абрикосы, да. Вот черешня. Цветочки. Штукатурка у нас подходит к завершению. Алик последнюю стену делает. Здесь подсыхает. Ну так, ничего, все ровненько, все красиво. Вон угол мокрый. Вот последняя стена осталась. Вот эта. Ты неправильно накидываешь. Что? Неправильно накидываешь. Я тебя сейчас научу. Неважно, правильно, неправильно. Главное, чтобы ровно было все потом. И красиво. Вот эти стены уже. Смотри, а это не подсохло? Вот темные. Это мокрое или такая? Это сухое. А почему так? Ну, толщина разная, я так думаю. Ну, уже месяц прошел почти. Уже все высохло. Ну да. Ну так хорошо, гладенько, ровненько. Вот, замечательно просто. Вот здесь по маякам была стена. Вот эта. Ну тоже уже так подсохло. Да, высохло все уже. Ага. Ну, под шпатель быстрее получается. Быстрее и ровнее. И ровнее. Вон иди на кухне, глянь стену, которая у окна, и стена, которая где фары. Смотри, они вообще идеальные. Их можно даже не шпаклевать. Это у окна? А, вот Просто это. только зашкурить и все. Нет, ну я буду шпаклевать, но просто сам факт того. Ну да. Она гладенькая. Прям гладенькая, ровненькая, хорошая. Ну, а это по маякам она, да, не такая ровная. Замечательно. Ну вот еще кусочек остался, у него тогда не хватило раствора, не стал замешивать. Ну, уже светло становится, как в новостройке. Да. Уже чувствуется, что... И запах такой. Да. Все прекрасно. Алик шпаклюет левой рукой. Ты двумя руками шпаклюешь, и левой, и правой? Ну, меняешь руки? Нет. Нет, постоянно левой? Ну, в левой у меня маленький шпателек. У тебя в правой сейчас маленький. Правый маленький, а в левой либо этот, либо вот тот. Ну, хорошо так, да, удобно работать. В любую руку можно инструмент вложить, смотря с какой стороны стоишь, чтобы удобнее было. Это да. Я думаю, сегодня должен закончить. Ну, так ты начал уже недавно совсем. Пока загрунтовал, пока высохла грунтовка, потом вот он начал после обеда уже. И быстро, смотри, как я зашла, уже все сделала. Вискарик. Вискас. Куда побежал на огород мне топтать там все, а? Вискас.
Чё хулиганишь? Ну все. Любят они по огороду бегать. Поставила я ловушку на слепыша. Земля очень тяжелая, очень мокрая. Еле выкопала ямку, хотя ямка-то небольшая. Сейчас покажу. Поставила крючки, как обычно. Ну, прям вот в картошке получается. Картошку даже одну вот здесь я порезала. Вот его ходы. Вот один ход, вот второй ход. А с противоположной стороны я не нашла, не докопалась. Не стала рыть. В общем, ему надо сделать сквозняк, чтобы он пришел закапывать. Там проволока вот эта. Вот она. Она с крючками привязанными, рыболовными. И туда я ее глубоко засунула. В общем, если он поймается, то вот эта петля натянется. Будет видно. Ну, не факт. Если она будет натянута, не факт, что он попался. Он может просто сдвинуть и свалить, как обычно. Мы в прошлом году только одного поймали. Слепыша. Ну, уже после того, как он всю картошку у нас утащил. Вискас. Ну, вискарик хромает. Чуть позже повезем его опять в клинику. Не знаю, что с ним делать. Помогают ему только антибиотики, а постоянно ему давать антибиотики — это тоже плохо. Она у него то заживет, эта лапа, то опять. То заживет, то опять. Вискас. Вискас. Красавчик. Вискарик. О, пошел валяться. Вискас. Ну зачем ты в грядке портишь, а? Хулиганье. Что, Вискас? Ты зачем хулиганишь, а? Ты зачем хулиганишь тут? Портишь огород, Вискас. Все время он... Вот каждое лето, как выходишь на огород, и Вискас тут как тут. Он все затоптал. Коты все затоптали. Вискас. Прошла я сейчас горох. Потыкала, где он наверх поднялся. Вот уже всходит горошек. Вот одна. Вот вторая. Надеюсь, заморозков больше не будет. Ну а вот слива цветет. Эта слива, она такая круглая, розовая. Ну, розовая вроде. Сладкая, вкусная. Но она не каждый год бывает. Ну вот сейчас цветет так хорошо. Даже несмотря на заморозки, вроде бы цветочки живы. И пчелки летают. А вот еще черешня цветет. Молодая, это вот когда? Ну, пару лет назад мы ее сажали. Это возле пасеки. И вот еще цветет. А, нет, это не черешня. Это, по-моему, шпанка. Вишня, шпанка. Но цветочки вроде померзли. Непонятно. Какие-то померзли, какие-то нет. Та-да-да-дам, та-дам. Все, друзья, заштукатурил я дом. Теперь надо будет шкурить, когда все высохнет, грунтовать и шпаклевать. Нет, сначала надо, наверное, пол заливать, потому что на стены попадет цемент какой-то, еще что-то. Ну, пол это отдельно. А после я про заливки? стены говорю. Не, ну ты их заштукатуришь, а потом испачкаешь цементом. Ты имеешь в виду зашпаклюю? Ну, зашпаклюешь, да. Ну, а что их Когда делать? же заливать, оно ж капли могут на стены попадать, а тебе этот цемент придется Я стирать. хочу полусухую стяжку, капель там не будет. Там могут быть руки рабочих, но какая разница, на штукатурке они облапают. А полусухую не факт, что ты найдешь тут. Ну, хотя Потому бы. что я звонила, они с Армавира ездят вообще. Значит, будем платить столько, сколько, чтобы приехали. Ну, а что поделать? Больше, если некуда заливать. Осталось санузел, но это отдельная история. Там уже не гипсовый будет, там уже цементный будет. Ну, и санузел пока мы оставляем. О, ну-ка, Не вот, горит. там это же, может, котлетки сегодня жарили, показывали. Да, это с котлетки что какая-то тут жир. Наверное. Ага. Ну, такие котлетки вкусные.
Я уже съела парочку. Духовке. Да, тот уголок я сделал там, А который кусок был недоделанный. на кухне. Ну все, в общем, все доделал, все сделал. Какие стены? Ну, примерно вот такой цвет краски у нас будет на стенах. Примерно такой. Ну, какой-нибудь вот такой постельный. Да, теперь ждем, когда все это высохнет. И надо будет заниматься полом. А потолок уже потом-то. Ну все, всем пока.